Приветствую вас, мои друзья! Что я буду делать сегодня? Ну конечно же выхлопную систему. Это будет двойной прямоток на турбовую полноприводную точилу. Продолжаю рассказ о проекте Decepticon. Это Dodge Stratus Coupe. Я переделал его на полный привод. Поставил мотор от Mitsubishi Evolution с автоматической коробкой передач от Evo GTA. Обо всех этих переделках смотрите видео у меня на канале, ссылки внизу в описании. Пожалуй, каждый свап мотора и переделка на полный привод сопровождается изменением выхлопной системы. Но я не люблю возиться со старым ржавым хламом. Поэтому не буду изменять старую выхлопную систему, а буду создавать новую. Кстати, изменять-то тут нечего. Ни одной части от стокового выхлопа все равно не подходит к новой конфигурации машины. Что же у меня есть и что тут придется сделать? Турбина и оригинальный фланец с керамическим кольцом. Дальше поддон, редуктор, подрамник и очень узкий тоннель. На Mitsubishi Eclipse третьего поколения и его однобазники Dodge тоннель совсем не был рассчитан на установку кардана. Помещается либо выхлоп, либо кардан. Но мне надо во что бы то ни стало уместить и то, и то. Самое узкое место – это крепление подвесных и муфты стыка частей кардана. О 76 мм выхлопе точно надо забыть. 63-я труба проходит между кузовом и узлами трансмиссии с трудом. А еще мне вручили переднюю защиту. И ее тоже придется учесть в проектировании магистрали выхлопа. В общем, плакаться над трудностями можно долго, но надо приступать к работе. Достаю мешок с подарками. Это 90-градусные гибы диаметром 63 и 50 мм. Мой постоянный материал при постройке выхлопных систем. Основным достоинством этих поворотов является сохранение сечения трубы во всем изгибе. В целом, такой гиб можно приравнять к прямой трубе. В нем нет никаких препятствий к прохождению выхлопных газов. И примерки начинаются. В соединении турбины и выхлопа уже есть шар, и он компенсирует качение мотора. Но я все равно добавлю гофру. Она еще больше погасит движение выхлопной системы вверх-вниз. А зазоры у нас тут минимальные. И она же сыграет роль термозащиты под поддоном мотора и даст вечную жизнь фланцу турбины. Фланец этот, как обычно, чуть больше, чем труба, и плавный переход приходится сделать самому. А дальше пару спилов, сварочных точек и сделать нормально не могу. За день сделать. Но что-то пошло не так. Выплеснув всю негативную энергию,
мне все-таки удалось построить первую часть выхлопной системы. Downpipe получилось. Чтобы его разметить, надо расположить последующую трубу, а ее надо установить с учетом зазоров между кузовом и карданом. Выход и вход этой секции выхлопа есть. Теперь петля из нескольких поворотов обойдет трансфер. Перед финальной сваркой даунпайпа примерю защиту. Зазоры все учтены и можно сваривать окончательно. Эта загогулина прошла под поддоном мотора, обогнула раздатку и вышла в тоннель между подрамником и защитой днища. А в этот момент я выключил видеокамеру и сделал обход крепления кардана в тишине и спокойствии. Иногда в работе наступает момент, который требует полного уединения. Изначально я предлагал вырезать часть тоннеля и сделать нишу под выхлоп. Но все поместилось и без глобального вмешательства болгарки. Треть выхлопа. Крепление держит его в рабочей плоскости. Теперь можно обойти задний редуктор и начать раздвоение магистрали. В этом месте из одной трубы диаметром 63 мм пойдут две по 50 мм. Поток будет рассекаться, и важно не создать затыков. Из двух 90-градусных гибов получается отличный Y-пайп с идеальным рассечением потока.
Выхлоп будет на две стороны с двумя глушителями. Конечные банки – это обычный Китай. И надежду на хороший звук дает только маленький диаметр внутренней трубы этого резонатора. Он составляет 50 с небольшим миллиметров. При этом расстояние от стенки корпуса до магистрали большое, и значит объем резонансной камеры будет довольно большой. Хорошо, что вход не 76 мм. Тогда объем резонатора был бы практически нулевой. И функционально это была бы просто большая насадка на выхлоп, а не глушитель. Хотя в этом китайский глушитель ничем не отличается от брендового. Разве что набивка дерьмовенькая, корпус банки из тонкой стали и внутренняя перфорация сгорает моментально. А так все одинаково. В недавнем видео я показывал сравнение таких глушителей. В большинстве своих видосов я делаю акцент на засады, возникающие при создании тех или иных систем автомобиля. О чем еще говорить? По моему мнению, важно донести свое видение решения этой трудности. А самая большая проблема в раздвоенном выхлопе – это визуальная ровность насадок. Или, как в данном случае, глушители, совмещенных с насадками. Насадки мы решили поставить параллельно друг другу. И для сохранения этой параллельности во время всех примерок я фиксирую насадки поперечной балкой. Теперь обе банки все время будут в одном положении, и останется только выставить зазоры с... А перед финальной установкой выхлопа осталось сделать закладные под широкополосную лямбду и сенсор температуры выхлопа. Их попросили разместить так, чтобы ШПЛ можно было закрутить сбоку машины. Система получилась из трех сегментов. Первый – даунпайп. Прикручивается к выходу турбины и заканчивается фланцем после гофры. Второй – катбэк-участок проходит вдоль всей длины кардана, обходит редуктор. На нем два подвеса в передней части, которые не дают смещаться выхлопу в стороны. И третий заключительный сегмент – глушители и Y-пайп раздвоения. На нем три крепления, и они фиксируют банки с насадками в том положении, которое решили с владельцем авто. Выхлопная система легко монтируется без посторонней помощи. Расположение практически всей выхлопной системы относительно кузова автомобиля зависит от подвесов. Крепления могут быть жесткие или мягкие, длинные или короткие. От этого зависит амплитуда возможных колебаний выхлопа. Я стараюсь делать минимальное расстояние до всех узлов машины, и поэтому люблю применять жесткие короткие крепления.
Но, как обычно, крепления у меня не получают должного внимания, и на видео их процесс изготовления виден редко. Хотя все зависит от вас. Если будут вопросы про подвесы, я расскажу и о них. Изначально я переживал, что из-за узкого туннеля выхлоп придется расположить очень низко. Но получилось остаться в габаритах выступов днища. И теперь интересно, как же это творение зазвучит. Ну вот, что-то уже звучит. Узвучало. Звук эволюшеновского турбомотора испортить сложно, и мне это тоже не удалось. Китайские глушители без флейт звучат басовито, а с затычками довольно тихо. Насколько тихо может быть прямоток без резонаторов вообще? Ура! А каким тихим может быть прямоток и как резонаторами разных типов можно заглушить нежелательные частоты в мелодии моторов, я расскажу очень скоро на примере не менее пафосной машины. Это будет Audi с компрессором IV6. Но сейчас постройка многолетнего проекта закончена, и владелец машины хочет слышать мощь нового мотора. А когда эйфория пройдет, мы займемся снижением уровня шума выхлопа, удалением паразитных резонансов, но это совсем другая история. А я же попрошу поддержать мое творчество лайками, пишите комментарии, задавайте побольше вопросов. На их основе я сделаю свои новые видосы. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока.